Привет, я Саша. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Cooking Time. Хочется чего-то простого в приготовлении, чтобы вот прям тыц-пыц, но при этом очень-очень вкусного. Поэтому сегодня будем готовить простое, но очень вкусное французское бретонское песочное печенье, которое называется сабле бретон или галет бретон. И, как я сказал, все очень просто, тыц-пыц и очень-очень вкусно. Следите за руками. Поехали! У меня сегодня здесь вот помощники образовались. Берем чашу для смешивания. Сливочное масло необходимо достать из холодильника заранее, чтобы оно отошло при комнатной температуре. Оно должно быть размягченным. И вот размягченное сливочное масло в чашу. В идеале использовать соленое сливочное масло, но если соленого сливочного масла не нашли, можно добавить немного соли. Пару граммов будет достаточно. Туда же добавляем сахар. Можно использовать сахарозаменитель. Но опять же, сахар можете брать белый, коричневый, какой вам больше нравится. Я использую обычный белый сахар. И обязательно ванильный экстракт. Можно добавить ваниль из стручка, прям вот из целого стручка. Можно использовать ванильную пасту или, как я, использовать ванильный экстракт. Берем миксер, можно использовать ручной, можно использовать стационарный, какой там у вас дома есть. И все это хорошенько взбиваем, перетираем в однородную кремовую массу. Буквально несколько минут на максимальной скорости. Само собой пританцовываем, так печенье получится еще вкуснее. Разок соберите со стенок все, чтобы там все хорошо, равномерно перемешалось, взбилось, перетерлось. Превратив все в такую посветлевшую кремовую однородную массу, добавляем желток. Для этого рецепта необходимы только желтки, один в тесто, один для смазывания. Заранее отделите желтки от белков. Белки потом можете использовать для какого-нибудь другого рецепта. Желток в чашу. И еще раз все это хорошо до однородности взбиваем с помощью миксера. Добавляем в чашу муку, обычную пшеничную муку, и уже с помощью лопатки все это смешиваем, соединяем. На процесс потребуется буквально пара минут. Когда в чаше образуются уже достаточно крупные такие комки, тесто перестанет липнуть к самой чаше, убираем лопатку в сторону и подключаем ручки, собирая тесто вместе. Все делается достаточно быстро. Лишний раз тесто не перегреваем, собрали вместе. Вот такой получился однородный колобок теста. Тоже сильно долго все это не мешаем, не месим, просто собрали вместе, достаточно. Чашу в сторону. Все это тоже в сторону. Берем лист бумаги для выпечки, складываем его пополам в центр теста. Так вот немного его разминаем пальцами, накрываем бумагой для выпечки и раскатываем. Можно раскатать совсем в тонкий пласт, тогда печенье получится тоненьким, таким тоненьким хрустящим. Можно сделать печенье таким толстеньким, здесь уже все зависит исключительно от ваших пожеланий. Соответственно, больше раскатаете, больше можно будет вырезать из этого теста печенье. Меньше раскатаете, печенье получится потолще, но его будет меньше. Я раскатываю до толщины где-то 3, максимум 4 миллиметра. Нет, по-французски 3-4 миллиметра. Вот так. И, соответственно, печенье более тонкое будет выпекаться быстрее, печенье потолще будет выпекаться чуть дольше. Раскатали как следует, и теперь тесто нужно охладить. Нужно дать ему отдохнуть. Для этого помещаю его вот на какую-нибудь доску, чтобы оно там не прогибалось, и ставлю в холодильник буквально на часок. Потом можно будет нарезать и выпекать. Когда тесто охладится, разогреваем духовку до 180 градусов Цельсия, 350 Фаренгейта. Достаем тесто из холодильника. Аккуратно разворачиваем. Я сразу отрезаю вот эту вот верхнюю половину листа бумаги для выпечки. На этой бумаге я буду выпекать печенье, поэтому сразу складываю ее
на противень, на котором все это тоже буду выпекать. Берем каттер для печенья любой формы, но традиционно печенье должно быть круглыми, такими шайбочками. У меня оно такое кругло-гофрированное получится. И нарезаем из теста так много печенья, как это возможно. Вырезали и сразу вот эту вот аппетитную шайбочку на противень. Экономно, ну то есть максимально плотно режем каттером тесто, чтобы обрезков оставалось как можно меньше. Сразу хочу предупредить, что тесто получается очень вкусное, поэтому тут самое главное не съесть все еще до духовки. Обрезки собираем вместе. Немножко вот так вот руками подрабатываем, чтобы снова сделать тесто эластичным. Оставшийся лист бумаги для выпечки тоже складываем пополам и раскатываем. Сначала приминаем, а затем раскатываем остатки теста с помощью скалки до такой же толщины. Снова вооружаемся каттером. Ну еще на пару-тройку у меня здесь тесто осталось. Ну этому уже можно просто в себя. Чтобы печенье получилось настоящими вот этими сладкими баритонскими галеточками, необходимо сверху смазать печенье желтком. Для этого взбиваем его вилкой, только желток, не целое яйцо. Тоже заранее отделите белок в какой-нибудь другой рецепт. И с помощью кисточки смазываем печенье желтком сверху. Это сделает его таким красивым, румяным, золотым. Почувствуйте себя художником. Ну или, на крайний случай, маляром. Все хорошенько, каждую печенюху прокрашиваем вот этим золотым цветом. Желтку нужно дать немного подсохнуть, поэтому оставляем печенье минут на 10 буквально. Когда желток схватится, берем вилку и с помощью вилки создаем такой традиционный для сабле-бретон или галет-бретон рисунок. Прочерчивая вилкой, так вот сначала в одну сторону, так прям соскребая желток, чтобы рисунок оставался после выпекания. И затем крест-накрест в другую. Тыц, пыц. И вот так вот по всем печеньям. Все. Теперь эту красоту в духовку, уже разогретую до 180 Цельсия, 350 Фаренгейта. Выпекаться печенье будет минут 15, может быть чуть дольше, может быть чуть меньше. Если совсем тонко нарезали, раскатали, то печенье может выпекаться 10-12 минут. Потолще печенью потребуется больше времени, но вы там следите, оно должно подрумяниться, слегка подняться, оно должно пропечься, но ни в коем случае не должно подгореть. В общем, следите. Пахнет просто невероятно. Это, знаете, такой сливочно-карамельный какой-то, сливочно-карамельно-ванильный аромат повсюду. Это просто невозможно. И какие они красивые получились, какие они аппетитные, какие румяные, золотые. Теперь печенью нужно дать совсем немного отдохнуть на противне, вот буквально пару минут. И затем прямо на бумаге переносим на какую-нибудь решетку, где печенье уже может полностью остывать, а может не полностью остывать. Печенье это хорошо как в остывшем, так и в теплом виде. Ну, конечно, удержаться будет просто невозможно. Вот сейчас чуть-чуть подостынет, оно должно чуть-чуть подостыть для того, чтобы стать еще более хрустящим, еще более нежным, еще более вкусным. В общем, чуть-чуть все-таки рекомендую подождать, а потом можно уже ни в чем себе не отказывать. Маленькие солнца, они такие блестящие, такие красивые. И какие они ароматные, эти маленькие солнца. Это, знаете, такой очень простой, но такой какой-то уютный, обволакивающий, комфортный аромат масла, ванили. Какой-то такой даже карамельный, как я сказал. Ух. Это так просто, но так вкусно. Легкая такая соленая нотка где-то там отголоском. Они совсем не приторные.
Такие прям сливочно-масляные. Такие нежнючие. Тает во рту. Очень вкусно. Не хватает чашечки кофе. А печенье прям, мне кажется, на одной остановиться невозможно. Есть же еще. Давай сюда. Я пока пойду займусь. Ну, а все же понятно, всем срочно надо. Всем срочно надо. Список всех ингредиентов, как всегда, вы можете найти в описании под видео. Там же под видео я жду ваши лайки. Не стесняйтесь писать комментарии, идеи подкидывайте, впечатлениями делитесь. И подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Ну и друзей сюда приводите. Всем желаю отличного настроения. До скорой новой встречи и пока-пока.